Скрижали астрального тела– одно из ключевых понятий эзотерической доктрины Елены Петровны Блаватской, раскрытое в основном в ее главном труде «Тайная доктрина» и дополненное в письмах к ученикам и трактате «Откровенные из Езиса». Блаватская синтезировала эту концепцию из традиций веданты, тибетского буддизма, герметизма и неоплатонизма, адаптировав ее под рамки теософского учения о тонких телах человека. Важно сразу уточнить терминологические нюансы, которые Блаватская строго соблюдала. В ее учении астральное тело соответствует каме-рупе, транспортному средству страстей, желаний и эмоций, которое существует параллельно физическому телу и остается активным некоторое время после смерти. Лингой-шарирой называется эфирный двойник, шаблон физического тела, через который проходит жизненная энергия прана. Скрижали же являются центрами, которые соединяют лингу и шариру с камой-рупой и регулируют поток энергии между ними, а также с высшими тонкими телами, умственным и божественным. Блаватская утверждает, что астральное тело имеет 7 основных скрижалей, расположенных вдоль оси спины и соответствующих ключевым областям физического тела. Каждая из них выполняет уникальную функцию и открывается постепенно в процессе духовного развития человека. До тех пор, пока большинство скрижалей остается закрытыми, душа находится в рабстве своих низших желаний и не может получить доступ к истинному знанию о своей природе. Рассмотрим каждый скрижаль в соответствии с описанием Блаватской. Первый скрижаль, область корня спины, соответствует элементу земле, связан с инстинктами выживания, телесными потребностями и связью с материальным миром. В большинстве людей он частично открыт, так как обеспечивает базовые жизненные функции. Блаватская отмечает, что его чрезмерная активация ведет к погружению в материальные желания и потерю интереса к духовному развитию. Второй скрижаль, нижняя часть живота, элемент вода, связан с эмоциональными связями, сексуальными желаниями и интуицией низшего уровня. Блаватская считает, что это один из самых опасных центров для неинициализированного человека. Его неконтролируемая активность вызывает зависимости, эмоциональные вспышки и погружение в низшие астральные планы. Третий скрижаль, область солнечного сплетения, элемент огонь, связан с волей, личностью и способностью управлять своими желаниями. Открытие этого скрижаля позволяет контролировать низшие центры, но только если воля направлена на духовное развитие, а не на доминирование над другими. Блаватская ищет, что это первый этап осознанного контроля над астральным телом. Четвертый скрижаль, сердце, элемент воздух, связан с любовью без самолюбия, эмпатией и соединением с другими душами. Блаватская называет его «врата к высшим мирам», его открытие является первым шагом настоящего духовного становления. В тайной доктрине она отмечает, что только через сердце душа может получить доступ к знанию о своей истинной природе. Пятый скрижаль, глокка, элемент эфир, связан с самовыражением, интуицией среднего уровня и способностью услышать внутренний голос. Блаватская подчеркивает, что инициаты обучаются контролировать этот скрижаль, чтобы передавать эзотерические знания без искажений и общаться с тонкими мирами безопасно. Шестой скрижаль, межбровье, глаз души, связан с клервоидением, способностью видеть тонкие миры и получать информацию из высших планов. Блаватская подчеркивает, что его активация требует длительной духовной практики и очищения низших центров. Неправильное активирование может привести к галлюцинациям и потере равновесия. Седьмой скрижаль, вершина головы, связан с полным соединением с универсальным сознанием и абсолютом. Блаватская называет его скрижалем инициации. Его полное открытие означает достижение состояния архата, когда душа перестает быть связанной с материальным миром и становится носителем высшего знания. Важно различить скрижали астрального тела у Блаватской от традиционных индуистских чакр. Если в хатха-йоге чакры являются центрами энергии в эфирном теле, то Блаватская смещает акцент на их роль в астральном теле, то есть в сфере эмоций и желаний. Она также подчеркивает, что скрижали не являются физическими точками, их расположение соответствует областям спины, но они существуют только на тонком уровне.
Для Блаватской скрижали не являются абстрактным понятием, они являются индикатором духовного развития. Каждый скрижаль открывается только тогда, когда человек очищает свою душу от низших качеств, эгоизма, жадности, гнева. В письмах к ученикам она предупреждает, попытки открыть скрижали принудительно, без моральной подготовки, могут привести к разрушению тонких тел или потере равновесия. Блаватская утверждает, что учение о скрижалях было передано ей мастерами мудрости из Тибета, эзотерическими наставниками, которые руководили ее деятельностью. В тайной доктрине она подчеркивает, что это знание сохранено в тайных школах уже тысячи лет и передавалось через инициацию.